Известный французский историк Марк Ферро как-то сказал: «У каждой нации, или почти у каждой, есть несколько историй, которые накладываются одна на другую и спорят между собой». Одно и то же событие в истории может выглядеть с точки зрения стран по-разному. Например, явный агрессор у одних может выглядеть жертвой у других. Военные преступники – героями, а черные страницы вырваны из истории. У вас есть своя правда, да, которую вы транслируете, а мы транслируем, как было на самом деле. Когда искажение истории – это семейное дело внутри страны? Определенные исторические события трактуются в угоду японцам. А когда нарушение разумных пределов? И тогда как это может отразиться на каждом из нас? Пределы дозволенного. История освоения Курильских островов. В вопросе так называемых «северных территорий» японский парламентарий приводит утверждение, что Курильские острова являются исконными территориями страны восходящего солнца, оккупированные Советским Союзом после подписания Токио акта о капитуляции во Второй мировой войне. И на основании такой трактовки истории японцы призывают вернуть острова, исходя из принципа изначальной их принадлежности Японии. Как же обстоит дело в действительности? Были ли японцы первооткрывателями Курил? Когда ты знаешь историю, когда ты знаешь действительно историю, вот факты, да, когда ты объективно подходишь к этим историческим вещам, все сразу становится понятно. Не существует проблемы северных территорий у нас. Ее не существует. Она есть у японцев, но это их проблема. Обратимся к фактам. По международному праву в XVII веке, чтобы назвать территорию своей, ее нужно было открыть и объявить таковой, нанести на карту и выстроить с местным населением отношения. В 17 и 18 веках все это сводилось к взиманию так называемого ясака, налог в натуральной форме, как правило, шкурками. Дело в том, что в XVII веке в Японии был установлен сёгунат Токугава, период, когда в стране были приняты законы о самоизоляции, а все внешние контакты были сведены до минимума. Японским морякам фактически запрещалось строить серьезные морские суда и покидать пределы страны, которые ограничивались собственными островами до Хоккайдо. Этот период длился в стране восходящего солнца более 2 веков. Это не говорит о том, что контактов японцев с айнами, проживающими тогда на Курильских островах, и нивхами на Сахалине, не было. Отношения с коренными жителями этих районов сводились к торговым. На островах были организованы небольшие фактории для торговли. Тем временем, во второй половине XVII века начало русскому исследованию Курильских островов положил отряд казаков во главе с атаманом Федотом Поповым. Отряд в составе 17 человек на легком судне прошел по проливу между Камчаткой и островом Шумшу. Первое грамотное картографическое описание Курильских островов провела в начале XVIII века экспедиция русских казаков и промышленников под руководством атамана Данилы Ациферова и Исаула Ивана Козыревского. Экспедиция составила чертеж морским островам, включая большинство Курильских и остров Хоккайдо. Одновременно часть айнов, жителей островов, была приведена в русское подданство путем принятия православной веры и сбора натурального налога ясака. Более глубокое проникновение русских на острова относит нас ко времени правления Петра I. Дело в том, что при Петре I принимается, наверное, целый пакет документов и решений о освоении русских владений на Тихом океане. Петр I стремился не только присоединить новые территории к Российской империи, но также начать их хозяйственное освоение. Во второй четверти XVIII века предпринимается ряд географических экспедиций вдоль арктического побережья Сибири к берегам Северной Америки и Японии. И тогда же была поставлена окончательная точка в присоединении Курильских островов. Это событие состоялось в июле 1739 года и было осуществлено южным отрядом второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга под руководством Мартына Шпанберга.
Бригантина «Архангел Михаил» и дюбель шлюпа «Надежда» проложили путь к берегам Японии с целью установления торговых связей с этой страной. На обратном пути от берегов Японии отряд Шпанберга обследовал острова южной части Курил, насчитав 31 остров. Эти острова были названы и нанесены на карту. В рапорте Шпанберга об адмиралтейств коллегии от 19 ноября 1739 года об этом говорится следующее. Оттуда от Ашет мы морем июля 3 числа дошли до ширины 44 градуса 24 минуты к лежащим от японской земли островам, из которых прозвали мы один Фигурной, другой Трех сестер, третий Цедронной. Такие названия дал Шпанберг островам, которые ныне мы называем островом Шикотан, острова Полонского и Зеленый в Малой Курильской гряде. В последующем мореплаватель не раз возвращался к Курилам и дополнял свои исследования новыми данными. Позже эти открытия получили призвание в странах Западной Европы. В частности, издание «Газет де Франс» 27 июля 1740 года сообщило об открытии Шпанбергом 34 островов в Тихом океане. В 1779 году при Екатерине II выходит указ о запрете взимания ясака со всего населения Курильских островов. Это очень важный документ, который показывает, что со временем политика русских властей центральных в Петербурге серьезно изменилась по отношению к дальневосточным землям. Что же касается острова Сахалина, то здесь все расставил на места Геннадий Невельской, который в 1849 году сумел найти пролив между островом и материком. За открытиями Невельского последовало присоединение Сахалина к России. Японцы же стали проникать на север гораздо дальше только к концу XVIII века, когда масштаб самоизоляции страны уменьшился. Поставленные еще за 50 лет до этих событий российские пограничные столбы на Курилах японцами убирались и ставились свои, а территория объявлялась японской. Силой переселялось русское население. По европейским всем международно-правовым документам эта территория принадлежала России как первооткрывателю и первому, кто начал их осваивать. Но фактически Япония, находясь вне правового поля Европы, де-факто Южно-Курильскую гряду и южную часть Сахалина считала своей. Все это потребовало в конечном счете заключения уже официальных договоров, на которых бы четко и однозначно был бы решен данный территориальный вопрос. К таким договорам относятся Симотский трактат 1855 года и Петербургский договор 1875 года, которые вплоть до русско-японской войны 1904-1905 года зафиксировали территориальное положение Курил и Сахалина. Говорить о планомерном освоении, а тем более об исконности этих территорий по отношению к Японии мы, конечно же, права не имеем. Это вот четкий факт, который мы все должны понимать. Определенные исторические события трактуются в угоду японцам. Ну, как то, те же самые небольшие торговые фактории, представляющие из себя буквально место для торга, объявляются территорией японской. Те торговые отношения, которые крайне незначительные по объему велись с айнами и нивхами на Сахалине и Курилах, также объявляются долговременными связями. Конечно же, всего этого не было. У вас есть своя правда, да, которую вы транслируете, а мы транслируем, как было на самом деле. Вот нужно просто постоянно говорить, как было на самом деле. Человечество, которое здравомыслящее, да, люди, которые знают историю, которые изучают, которые читают, которые прислушиваются не к эмоциям, а к доводам, они абсолютно четко и здраво поймут, кто прав, кто виноват. Потому что все равно всех история рассудит. И на сегодняшний момент мы с вами видим, что вот в этой истории правда на нашей стороне. Объективно.